Привет, привет, уважаемые аудиолюбители! Сегодня я хочу представить вам реинкарнацию популярной некогда дизайнерской модели от Edifier. Модель называется i25HD или E25HD, это как кому удобно читать. А для выпуска этой модели наверняка нашелся хороший повод. Это обновление матчасти, так сказать, технической оснастки. А вот дизайн, получивший несколько наград именно за дизайн акустической системы, эта модель, мы еще к этому вернемся, решено было продлить, дать ей вторую жизнь. И вот этому посвящен выпуск этой новой модели. Она как-то хитро называется E25HD V23. Ну, наверное, 23 это 23 год. Хотя там применены фенечки, которые больше стали популярными в текущем году, в 25-м. Вот коробка с этой моделью. Давайте я вам покажу со всех сторон, чтобы к этому потом не возвращаться. И давайте как-то ее откроем и посмотрим, что там спряталось. Так вам будет, я думаю, виднее? Нет, не очень. Ну, тогда вот так. Выпуск каждой модели, дорогие мои, связан с каким-то событием. То ли это заказы дела маркетинга, который нашел какую-то нишу в ряду аудиосистем, в частности в своей компании, и они решили ее реализовать. То ли это какая-то инженерная находка, которая ждет своего воплощения, и, может быть, можно реализовать какие-то вещи, которые прежде были недоступными. В этой же модели дизайн и популярные, дизайн, собственно, я имею в виду именно популярные формы самой акустической системы, а равно как и, кстати, концепт, то есть акустическое оформление, пассивный радиатор, что вы понимали, это довольно редкое оформление. Блин, как это все снимается, интересно. Сделали эту модель довольно популярной, и это дало основание продлить ей жизнь. Дайте-ка я ее открою, потом вернусь к обзору. Хотя, с другой стороны, все, в общем-то, оказалось проще, чем я предполагал. Нужно просто снять вот этот верхний, назовем это кожух. И у нас в руках останется вот такая вот коробка. Edifier. Ну, я надеюсь, я не кверх ногами его. Хотя кверх ногами. Вот так правильно нужно было бы показать вам открытие, вскрытие этой коробки, распаковку так называемую. Но уж как показал, так и показал. Прошу, дорогие друзья, обратите внимание, вот так вот она упакована. Ну, давайте подробнее. Прежде всего, давайте рассмотрим коробочку, которая прислонилась здесь сбоку. Очевидно, что в ней некие аксессуары для этой колонки, которые определяют ее комплектацию. Правильно сказать, составляют ее комплектацию. Это, я так думаю, блок питания. Внешний адаптер выполнен в виде внешнего адаптера. Да, тоже. Вот я для распаковки не очень, честно говоря, подходящий обзорщик. Я их обычно рву и выбрасываю. Вам хочу показать красиво, но ввиду того, что опыта нет, красиво не получается. Вот такой вот блок питания. Пожалуйста, что на нем написано, кому интересно, сколько, где, каких ватт и вольт он обеспечивает. Да, очевидно, там будет сетевой шнур где-то. Хотел бы в это верить. Ну очевидно, шнуры здесь. Он прям выглядывает в ожидании. Покажите меня, покажите. Вау, какое богатство. Но тем не менее, оптический TOS-Link соединитель, кабель сигнальный мини-джек на мини-джек с позолоченными контактами, кабель 2 RCA на мини-джек. Обещанный сетевой кабель под евровилку.
И кабель соединительный между первой и второй колонкой, активные, пассивные, правой, левой, кому как удобно назвать, он шестиконтактный. Для любителей удлинять кабеля сразу скажу, что это не резонно по разным причинам. Прежде всего по технической, найти такой кабель в отдельно в продаже, я думаю, невозможно. Тем более соблюсти сечение, которое минимально необходимо для соединения этих двух систем. Ну и самое главное, что колонки, любые колонки способны обеспечить некую стереобазу, то есть расстояние между колонками и слушателем. И превышение этой величины приводит к отвратительному звучанию колонок, что, в общем, ни нам, ни вам не нужно. Поэтому ищите пути, как-то расставить колонки так, чтобы хватило именно штатного кабеля, который идет в комплекте. Некая тряпица, которой, очевидно, нужно ухаживать за этими колонками. Некий мануал, напомню, что дело происходит в Европе, поэтому, очевидно, он для европейского пользователя с гарантийными, очевидно, обещаниями, поглощающая, влагопоглощающая. Пакетик и пульт дистанционного управления. Пульт дистанционного. Да, ребята, я, конечно, обзорщик еще тот. Напомню, что я аудиоинженер, а до недавнего времени действующий, а не обзорщик. Поэтому показываю, как могу. Не бейте пианиста, он играет как может, знаете. Вот такой вот пульт дистанционного управления. Он отличается по убеждению Edifier от того, который был в предыдущей модели, но об этом мы еще поговорим. Ну а теперь рассмотрим, собственно, колонки. Правую, левую, активную, пассивную, тяжелую, легкую. Вот так выглядит одна из колонок, одна из этих акустических систем. Вернее, вот так вот. Чтобы популярнее, подробнее вам показать. Совершенно зеркальная поверхность. Очевидно, это пластик, но пластик достаточно плотный для того, чтобы удержать звуковое давление, развиваемое этой системой. Все днище выполнено из прорезиненной ткани, которая позволит не скользить колонки, устойчиво стоять на столе. Динамик широкополосный, как здесь он называется, и твиттер на передней панели. Твиттер защищен такой скобой. Мне бы надо перенять этот опыт для защиты своих среднечастотных динамиков, своих колонках 7-го сезона, которые я вам показывал. А здесь вы видите два пассивных радиатора. Вот один сверху, один снизу. Я надеюсь, это видно. Очень хотелось бы вам их подробно показать. Они обеспечивают режим резонатора, то есть режим низких частот, низкочастотный регистр, воспроизводимый этой акустической системой. Преимущество установки двух направленных встречно-пассивных радиаторов или пассивных диффузоров не столь очевидно. Как работает обычный пассивный радиатор, мы знаем, и даже если поднести к нему поближе ладонь, то его режим изменится, это видно на кривой импеданса. А тут совсем близко друг к другу стоит пара таких излучателей, работающих в одном объеме от одного возбудителя. По идее, это удвоенная площадь диффузора, но один из них должен глушить другой. Однако я полагаю, что при этом возникает между ними еще один резонанс, который позволяет выжать из этого резонатора диапазон поглубже и погромче. Так что имейте это в виду. Уникальный дизайн. Хотя, послушаем, конечно. Ну и вторая колонка-то, очевидно, была пассивной. Кстати, я там разъемчика не заметил. Ну, он там, конечно, есть, просто я вам не показал. Сейчас покажу вам его здесь, я надеюсь. Таинство открытия. Честно говоря, я не люблю распаковки, оно для меня как-то не впечатляет. Хлопотно это. Итак, такая же
точно акустическая система. Давайте-ка уберу этот ящик, чтобы он не мешал нам развлекаться. Такая же акустическая система, вот Label DFR, такие же два порта пассивных радиаторов, вернее порта. Ну, собственно, это и есть порты своеобразные. Это днище, то самое прорезиненное, которое эти два динамика излучателя. Здесь, правда, еще виден датчик для ИК, видимо, приема пульта дистанционного управления. Итак, плюс и минус регулируют громкость. Это включатель-выключатель питания, тактильно активное. И больше никаких крутилок, регуляторов здесь нет. Перейдем к коммутации, коммуникации этой системы с остальным миром. Итак, входные интерфейсы совмещены в одном сокете. Это AUX и оптические. Питание подается вот в это гнездо. Тут необходим источник 20 вольт 2,75 ампера. И шестиконтактный, как мы говорили, разъем для подключения второй активной, то есть второй пассивной левой колонки. Напомню, это правая колонка. Вот такие дела, дорогие мои. Современная, красивая система, которая наверняка найдет какого-то своего почитателя. Вообще для выпуска новой модели необходимы довольно серьезные условия. Трудно повторить успех, пользуясь каким-то нововведением. Нужно потратить чудовищные усилия, маркетинговые, материальные затраты, претерпеть много потерь, проигрышей, как бы проиграть, ну не выиграть, имеется в виду какое-то решение, оно может не привести к успеху. Это, знаете, как где-то я читал, что бизнесмены, которые учат других на своем опыте какого-то чудовищно невероятно успешного проекта, на самом деле не могут его повторить. Это невозможно, поэтому они, собственно, и учат других. То есть, другими словами, равные в колонках. Нельзя получить успех, не внося каких-то существенных, фатальных изменений. Точнее, тот концепт, от него может остаться только организационный скелет, допустим. Поэтому маркетологи разумно используют успешные решения прошлого, взяв из них ту часть скелета, которая привела к этому успеху. Но в частности, эта модель получила кучу наград за дизайн, именно дизайн. И решение вот с этими пассивными радиаторами, которые здесь, это все привело к успеху в свое время. И сейчас отдел маркетинга, видимо, делегировал задачу инженерному отделу R&D Edifier для того, чтобы они обновили начинку, собственно говоря. С 2014 года, когда эта модель была представлена на CES, появилось много новшеств. Вот они реализованы в этой системе, но об этом позже я вам покажу. Давайте я вам сейчас прямо покажу технические детали описания этой модели. Предлагаю ознакомиться с техническими данными на эту модель, предоставленные производителем. Вы видите, что документ составлен буквально свежий на момент выпуска этого видео. Дату вы видите, и давайте смотреть, что дальше. Тут показано, как в интерьере выглядят эти колонки, например, около телевизора, опять около телевизора, вот на какой-то полке, не знаю, что они здесь делают. А вот и параметры некоторые, которые весьма полезны и объясняют возможности и ценность вы можете для себя установить этой системы, для вас в частности. За 2014 год за дизайн получила эта модель призы, в 2015 году тоже. Напоминаю, что это усовершенствованная версия, то есть та модель была точно такой же, только с более старой начинкой, так это назовем, потому что это есть Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless в том числе, с высоким разрешением 24 на 96, Bluetooth версии 5.3, ну вы видите, все это поддержка кодеков, полностью цифровой процесс обработки сигнала, двухполосная система с активным кроссовером, то есть B-Amping имеется в этой системе, 3-дюймовый пассивный бас-радиатор, 2 штуки тут не указаны, 3-дюймовый mid-low драйвер, то есть имеется в виду буфер
по-нашему, или мидвуфер, и 1-дюймовый, хотя 19 мм, шелковый купольный твиттер. Тут надо было бы как-то определиться, или 1-дюймовый, или 19 мм, что больше похоже на правду. Он таки маленький. Ну, давайте перейдем дальше, что здесь пишут. Тут описывается детальное преимущество этой колонки, в общем-то, повторяется высказанное на первой странице данные, просто кому более интересно, более тонкие детали могут быть подчеркнуты. Например, 74 ватта всего класса D, естественно, от Texas Instruments усилители разгоняют сигнал. 1-дюймовый, опять 19 мм твиттер и 3-дюймовый вуфер. Ну, полностью все это мы уже с вами посмотрели. Описывается High Resolution параметры. Входы есть и так аналоговые и оптические, порт совмещенный в одном разъеме, ну и так далее, и так далее. Легкий контроль в самом деле. Одним касанием, сенсорным касанием можно включить колонку, переключить входы этой колонки. И, кроме того, есть еще пульт дистанционного управления. Маленький и изящный. Но это мы еще рассмотрим. Вот здесь описано, что входит в комплект некие габариты, массогабаритные характеристики. Вот это все перед вами. А вот здесь отличие от предыдущей модели, от прототипа. Это очень важно. Ну, для тех, кто интересуется и перед кем стоит выбор той или иной модели, стоит ли переплачивать и так далее, и так далее. Итак, апгрейд Bluetooth до версии 5.3. Безусловно, это важно тем, кто пользуется Bluetooth. Я, например, не пользуюсь, поэтому мне бы это было барамбер. Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio добавлены в эту систему вот с таким вот разрешением, стандартным, надо сказать. Upgrade Remote, пульт дистанционного управления с 3 кнопок на 9-кнопочный. Вот он перед вами. И поддержка Edifier Kona X мобильного приложения, которое действительно расширяет функции этой системы, возможности этой системы, ну, в частности, управление тембрами, настройками и так далее. Вот еще более детально расписана спецификация версии 23, которую мы сегодня с вами рассматриваем, по сравнению с версией, которая была выпущена в 2014 году. Ну, смотрите сами, кого что интересует, собственно говоря. Что где есть, чего где нет. Ну, вот кодеки, вы видите, изменены существенно, Bluetooth изменен существенно. Такие дела. Ну, и вот Passion for Sound, то есть страсть к звуку. Позвольте, я вам покажу кривую импеданцию этой системы для того, чтобы понимать ее конструкцию лучше. Вот это кривая импеданция твиттера. Твиттер маленький, резонанс у него невероятно высокий, что говорит о том, что частота стыка с низкочастотным динамиком должна быть повыше где-то. Вот это кривая импеданция буфера с пассивным радиатором, с парой пассивных радиаторов. Она показывает частоту настройки в районе 70 Гц и два очень не одинаковых горба. Ну, если их сложить, не знаю, есть ли в этом смысл, получится вот такая вот картина. Далее позвольте вам показать графики АЧХ, которые я снял. Вот это вот вуфер, вот это вот порт, и где-то там должен был быть твиттер. Ну, давайте их вместе сложим тоже. И мы увидим вот такую картину, очень хорошую. Кстати, между прочим, вот этот график примерно снят в положении, в котором я буду писать звучание этой системы. То есть можете посмотреть, как это все работает. А общий график именно в позиции записи тестового звука изображен вот здесь. Ну, я вам скажу, неплох. Это 10 дБ цена деления, но это моя комната. Имейте это в виду, пожалуйста. Порты доваливают довольно неплохо в низкочастотном регистре, компенсируя потери. И да, частота сшивки все-таки чуть выше 3 кГц. Ожидал я повыше, но, видимо, это выбрана оптимальная позиция для сшивки. Вот такие вот дела, дорогие мои. Вот, итак, эта модель включает в себя дизайн
прошлых лет, прошлой модели, предыдущие. Напомню, что это называется E25HD, версия 23, видимо, 23 год подразумевается. Но фичи там применены достаточно современные, которые только в этом году некоторые появились. Все это очень хорошо и делает ее актуальной, по крайней мере, на сегодняшний день. Напомню, что это не конкурент большим напольным акустическим системам. Это даже не конкурент сабвуферу в вашем автомобиле. Это набор изящный, современный, красивый набор колонок для стола, для ближнего поля. С небольшой сравнительной стереобазой, но зато остальными параметрами современными, с современным набором интерфейсов, фич и опций. И параметры вполне позволяют озвучить это ваше пространство небольшое с достаточным звуковым давлением и остальными параметрами, за которые не стыдно. Но это, кстати, не дешевая модель. Мне сообщили, что она стоит около 300 евро. То есть это не 5 копеек, это довольно много. И если кто-то говорит, что он знает, где взять дешевле и лучше, то, безусловно, конечно, есть тысячи решений подобного рода. Тысячи букетиков, аудиобукетиков, которые предлагаются для того, чтобы наиболее точно вы могли выбрать то, что подойдет именно вам. Это и по набору опций, за которые не хочется лишнее платить, да, если они там есть. Это и букет звучания, вот просто на слух, вот, независимо от всего остального, даже габаритов, цены и так далее. Это, соответственно, и габариты, это, соответственно, и внешний вид. Кстати, выпускаются они в 3 цветах. Видите, я их тут расположил. Цвет Феррари, цвет Форда и цвет, вы знаете, каких людей. Вот, выбор некий предоставляет эта модель своему покупателю. Не выбор, то есть, а набор свойств. Довольно прилично. И мне будет интересно почитать, что вы напишете по этому поводу, как вы оцениваете это устройство еще раз в рамках ее назначения. Это очень важно, потому что не надо сравнивать теплое с зеленым. То есть акустические системы, например, паблик-адресом в потолке супермаркета, где вы ходите. Вот с ними тоже не надо сравнивать. Это совершенно другие системы, 100-вольтовые линии и так далее. Про аудио тоже тут ни при чем, если там кто-то будет говорить что-то. Также хочу отметить, что для колонок подобного рода с high-res входами разных интерфейсов нет необходимости в приобретении ЦАПов, каких-то дополнительных предусилителей или усилителей, или передатчиков, или подставочек, или еще чего-нибудь. Кстати, насчет подставочек, заметьте, что она уже наклонена вам навстречу слушателю, и установить ее на столе будет наиболее резонно, чем по углам комнаты расставить, чего, кстати, все равно не позволит кабель, его длина. Такие дела, дорогие друзья. Давайте послушаем, как эти колоночки звучат. Сначала барабаны, потом старый набор треков, но в отдельном видео я выложу новый набор треков, кому интересно. Может даже скачать это и послушать. И пишите свое мнение, мне будет очень интересно почитать, что вы думаете, может ответить на какие-то вопросы. Я даже смогу, возможно, задать их эдикам, чтобы они прокомментировали. Засим пока, auf Wiedersehen, дорогие мои.